Классическая у нас с вами химия, накрутка. Мы с вами делим зигзагообразными проборами, прядки отделяем. Сейчас я покажу. Так, вот они зигзаги. Желательно все-таки зигзаги делать. Вот они. Таким образом мы с вами натягиваем прядку. Обязательно кладем бумажку. Для чего бумажка? Для того, чтобы у нас с вами кончик был гладкий. И начинаем накручивать. Совершенно получается ровная прядь. Ровная по коклюшке. Натяжение одинаковое. Закрепляем. И пошли в такой технике накручивать все остальные пряди. Следующий опять отделяем зигзагообразным пробором. Зигзагообразный. И отчесываем. Продолжаем накрутку. Так, значит, мы с вами накрутили теменную зону. Как я говорила, вот они все у нас ровненькие, идут гладенькие. Значит так, главное, если девушка носит челку, вы накручиваете первые 2-3 пряди, все зависит от ширины челки, вперед, потом переходите на затылок. Если девушка носит волосы назад, все пряди назад. Но так как у нас с вами, когда вы накручиваете, стоя за девушкой, волосы, передние наши коклюшки, они будут падать на лицо. Для того, чтобы они не падали на лицо, у нас с вами существует такая вот хитрость. Мы ставим шпильку. Вот она шпилечка, она держит наши прядки. Вот. А теперь мы с вами дальше продолжаем нашу классическую технику накручивания. Делю я еще на 2 зоны. Нашу височно-боковую. Также техникой мы делаем с вами зигзаг. Значит, у нас с вами существуют разные типы коклюшек. Вы помните, они отличаются не только по длине, но не только по ширине, но и по длине. Вот у нас в сравнении длинные и короткие. Так как у нас вот эти зоны, они гораздо меньше, мы с вами можем использовать коротенькие, переходники они называются. Для каждой толщины, для каждой коклюшки существует свой переходничок. Для толстых, нет, дай мне, пожалуйста, толстую. Понятно, да? Для каждой существует свой переходничок. Угу. Так, техника у нас с вами, как всегда я вам говорила, зигзаг. Делим тоже зигзагом. Отчесываем прядку. Кладем бумажку. Натягиваем до конца. Берем наш переходничок маленький. И также все прокручиваем. Натяжение у нас с вами равномерное. Волосы ложатся аккуратненько по всей длине. Значит, смотрите, если у вас переходничков нет, что мы делаем? Мы берем обыкновенную нашу коклюшку того диаметра, который нам нужен. И, значит, соответственно, мы должны ее сюда уместить. Видите, если мы положим, то нам будет мешаться. Соседний ряд мы сделать не можем. Сдвигаем на край и начинаем крутить. Не посередине, как мы делаем, а с краешка. Прокручиваем и, видите, остается хвостик. Он торчит вперед, соответственно, он не будет мешать соседнему ряду, который мы будем делать из коклюшек. Так. Вот такая вот у нас красота получилась. Это везде могу сейчас вам показать. Вот она какая у нас. Вся чудненькая, гладенькая, ровненькая. Значит, смотрите, еще самое главное, что если вы боитесь, что ваши резиночки будут оставлять заломы, вы вот таким способом, вот с такой шпилькой, обязательно, тогда резиночка у вас должна смотреть не вперед к лицу, а наверху должна быть, и вы тогда просто шпилечки все вот здесь вот прокладываете, для того, чтобы резиночка не перетягивала волосы. Это тогда, когда вы сомневаетесь. Если вы все уверены, то, соответственно, оставляем резиночки все смотрящие вперед к лицу. Так, вот таким вот образом мы с вами готовим нашу девушку для дальнейшей процедуры. То есть мы сейчас с вами будем наносить фиксаж. Положили мы с вами жгут, чтобы у нас на лицо не протекало. Я кладу еще дополнительно полотенце, чтобы у нас по пеньюару не стекала жидкость, то есть наш химический состав. Все, пошли разводить. Химические составы. Значит, я буду сегодня использовать долговременную стойкую укладку от Бонды. Вот здесь есть несколько составов. Здесь у них есть для окрашенных волос и для натуральных волос. И, соответственно, это у нас фиксаж. Он разводится 1:4. Это кислая стойкая укладка. Значит, так как у нас девушка, вы видели, у нее мелирование, соответственно, мы с вами будем использовать для окрашенных волос.
В состав мы начинаем наливать с вами, отступая 2-3 первые коклюшки, потому что у нас зона у лица самые тонкие, самые слабые волосы. Поэтому начинаем, ну, например, допустим, я начинаю с 3-й. Начинаем проливать каждую прядку по чуть-чуть, чтобы она насквозь прошла. Понемножку проливаем, проливаем несколько раз. В самом конце будем проливать наши прядки, которые мы оставили, коклюшечки у лица. Опускаем, аккуратненько все проливаем. Хорошенечко. Первый раз, второй раз, третий раз. Идем и льем. И надели колпачок. Все, засекаем время. Девушка наша сидит до 20 минут. Смотрите по технологии, по технике производителя. Почитайте на коробочке, спросите у технолога. Мы нанесли фиксаж, подержали время нужное. Теперь мы коклюшки снимаем и еще будем раз наносить фиксаж. Вот у нас такие достаточно крупненькие кудряшки получились. Сейчас еще фиксаж будем наносить. Вот такие вот у нас крупные кудряшки получились. Помните, на мелированные, на окрашенные волосы. Смотрите по качеству. Фиксаж, да, наносим по технологии, по времени, а состав обязательно для мелированных, для окрашенных волос. Вот я фиксаж до конца весь наношу. Мы сейчас его с вами еще вспеним. Фиксаж достаточно хорошо пенится. И еще оставим на пару минут. Ой, прям ну давайте посмотрим, какой эффект у нас получился. Это наша стойкая укладка. Давайте посмотрим в движении. Да, достаточно крупный локон. Волна. Красота. Угу. Мы используем с вами средства для формирования локонов. И будем укладывать с помощью диффузора. Наносим средство. У нас с вами существует специальная насадка, диффузор называется, она универсальная, одевается на все фены, но она здесь сильно соскакивает по какой-то причине и не хочет держаться. Вот это мне не нравится. Так, посильнее засунем, попробуем, все равно съезжает. Вот это называется универсальная насадка. Это можно положить. Белок закладываем в чашу и сушим. У нас на пене есть кнопка холодного воздуха. Обязательно нажимаем, чтобы не было горячо.